хотела бы обратить внимание действительно на базу всех тех наук современных, всех тех знаний, которыми мы сегодня пользуемся. А я хочу обратить внимание на философию. И самое главное – это, конечно, понятие. И когда мы говорим «космос», когда мне предложили выступить по этой теме, я сразу обратила внимание на то, как сегодня мы по-разному понимаем космос. Вот коллега передо мной говорил «космос ближний, дальний, да, космос». А на самом деле, я обращаю ваше внимание, ведь сегодняшнее понятие космоса очень разнообразно. Но в целом в человечестве, в современной науке есть общее представление о том, что такое космос, что это крохотная часть, на самом деле, обозримой Вселенной. Обратите внимание, до сегодняшнего дня у нас сохраняется разница между понятиями «космос» и Вселенная. То есть если бы был космос просто, да, и не было бы другого слова «Вселенная». Но она сохраняется. Есть space and universe, да? Есть космос и Вселенная. Почему? Да потому что космос уже в древнегреческой философии – это та часть мира, которая нами обозрима, которую мы поняли, которую мы смогли объяснить в каких-то человеческих понятиях. И мы в этой части мира живем. Когда-то первобытные племена носили с собой шест. Это сейчас майское дерево называется. И вот они куда приходили, они бродили туда-сюда, и когда они приходили куда-нибудь, они вставляли этот шест в землю и считали, что это центр мира. И всегда для них был центр мира с собой. Куда бы они ни пришли, они всегда были в центре. Как долго человечество, да, считало себя центром Вселенной. Только в средние века, более или менее, кто-то задумался, а в эпоху Возрождения, поздние средние века, а в эпоху Возрождения уже перевернули наше представление о том, где же мы находимся. И ценой жизни некоторой, да, ценой, так сказать, тогдашней карьеры, люди доказали, что мы-то на самом деле на маленькой планетке, которая вращается еще вокруг Солнца. То есть вот это строение, гелиоцентрическое строение мира, чего стоило человечеству. И надо было, конечно, отказаться от множества мифов. И тогда уже поняли, что человек на самом деле это крохотная частица чего-то большого, что до сегодняшнего дня непонятно и неизвестно. Итак, мы сегодня начали космические программы, и вот сегодня уже прозвучало: мы полетим для того, чтобы расширить наши территории, для того, чтобы найти новые миры. А зачем нам эти новые миры? Потому что мы нашу Землю привели в то состояние, где жить нельзя. Так зачем мы покоряем космос? То есть на самом деле сегодня надо понять по-настоящему, и об этом, конечно, должны говорить философы, ради чего мы идем дальше, ради чего мы выходим за пределы нашей Земли. И как раз те люди, которые занимались с Владимиром Ивановичем Вернадским, знают это слово «ноосфера», сфера разума. Не новая, как многие студенты мне говорят, я всегда двойку ставлю сразу. Неосфера – это совсем другое. Ноосфера – нус – разум. Так вот, Вернадский мечтал о том, что эта сфера, ноосфера, будет на Земле. А потом уже мы за пределы этой Земли вылетим, за пределы орбиты Земли, конечно. Так вот, сначала надо обустроить ноосферу и понять хотя бы то место, в котором мы живем. А что же мы оставим, да, вот эту загаженную планету и полетим дальше? И дальше мы будем нести то же самое, да? Посмотрите, что нас будет ожидать. Та же самая вот какая-нибудь другая планета, сегодня говорят о завоевании Марса. Завоевании. Именно поэтому я употребляю термин, да, конкиста. Была уже конкиста, да, завоевывали из Европы Латинскую, Северную Америку. И что? Ну и сейчас она превратилась, да, в то же самое, что было и в Европе.
Теперь это единая планета Земля. Теперь у нас общие проблемы. А потом, да, через какое-то время у нас будут общие проблемы, завоеванные Луной, завоеванным Марсом, завоеванным Плутоном и так далее, и так далее. И за пределы нашей планеты, за пределы нашей Солнечной системы. Вот, да, та конкиста, которая сегодня открывается перед нами. Почему изучают сегодня ту или другую планету? Марс изучают, потому что сегодня все больше говорят о том, что это колыбель нашей цивилизации. Возможно, это миф, конечно. Но, кстати сказать, мифы, в том числе для развития науки, очень необходимы. Что было бы, если бы тот же самый Шлиман не поверил бы Гомеру? Он бы не раскрыл Трою, потому что ученые, которые верят только специалистам, да, они все в один голос говорили, что Трои не существует. И Шлиман, который был действительно дилетантом, но дилетантом выдающимся, он нашел в Турции этот холм Юссарлык и раскопал Трою. Значит, на сегодняшний день мы действительно должны думать об освоении космоса. Но почему? Да потому что для того, чтобы обустроить нашу ноосферу, мы должны заглядывать дальше. Точно так же, как о биосфере Вернадский говорил с точки зрения будущей ноосферы, точно так же о ноосфере сегодня, которой еще нет, которая еще только-только формируется, и я надеюсь, именно вашими усилиями она будет сформирована. Так вот, эта ноосфера, она будет строиться только тогда по-настоящему, когда мы более или менее выявим отношения вот того, что мы сегодня называем ноосфера, и того, что я предлагаю называть космосфера. Я обращаю ваше внимание, что действительно те выдающиеся деятели науки и культуры, которые, и вот вы узнали Владимира Ильича Вернадского, которые писали о ноосфере, которые писали о единстве человеческой культуры, безусловно, в том числе Владимир Сергеевич Соловьев, безусловно, это те лидеры будущей космосферы, о которой я сегодня говорю. Поэтому то, что сегодня нужно, это космическое мышление. То, которое не подвластно животным, но которое возможно для человечества. И космическое мышление, именно мышление подлинного человека, властителя ноосферы, вот оно и возможно. Сегодня такое космическое мышление только зарождается, и мы видим эти ростки. И слава Богу, что оно так и развивается. Причем самое главное, что мы видим сегодня, космическое мышление должно быть осенено новой этикой. Не прагматической наукой, да, не прагматическими целями, а новой этикой, которая требует не только взаимоотношений нормальных между людьми, но и между человечеством и окружающей средой. Мы сегодня рассматриваем новую науку, которая потребует актуализации всех сил, соединения самых различных направлений, иррационального, фундаментального, прикладного и так далее, и так далее. И именно космическая наука, которая будет смотреть вперед и которая сможет определить настоящие цели будущего человечества, она будет связана с гением. И именно поэтому мы будем говорить о том, что будущая космическая наука и должна быть менеджментом гениев и талантов. И тогда только человечество имеет шанс выйти за пределы нашей ноосферы, которая будет когда-нибудь. И мой главный вопрос: сможет ли сегодня какая межгосударственная структура, да, союз или какое-нибудь объединение стать именно основателем или лидером формирования будущего космического мышления и будущей космической науки? Это вопрос, дорогие мои, который я задаю как философ, потому что, наверное, вы знаете, что философия – это не просто любовь к мудрости, потому что любовь – это ничего не сказать философии, это стремление к мудрости.
Пифагор, когда вводил этот термин, он понимал, что есть люди, которые обладают мудростью, им ничего не надо, это такие полубоги, да? А есть обычные, нормальные люди, которые стремятся к истине, но никогда окончательно ею не овладеют. И они всегда будут стремиться, и будет эта истина связана с наукой, или это будет только гуманитарное знание. Это, конечно, те пути, по которым дальше пройдет человечество. Я надеюсь, что именно с этой точки зрения будущие исследователи космоса... Прекрасное выступление было о мусоре. Я своим студентам-журналистам, между прочим, даю такую тему, и они пишут по поводу космического мусора, потому что это огромная тема, и не только космический вообще, но у нас мусор в головах еще. И вот именно этот мусор мы должны выбросить из своих голов для того, чтобы быть действительно готовыми для полетов, настоящих полетов в космос и видеть там, видеть новое. Недавно была передача о Марсе, о покорении Марса. И вот очень подробно рассматривали там, как на Марсе будут разбивать огород. Это прекрасно, есть, конечно, надо. Но столько сил и энергии, да, ради того, чтобы на Марсе яблоки росли, ну, наверное, это неправильно. Как вы думаете? Я думаю, что вы ответите своими будущими работами. Спасибо.